Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы, медитации, саблиминалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний, достижения целей и избавления от всего, что вам мешает. Кстати, саблиминалы – это самые легкие медитации, для вас. Вам ничего не надо делать, просто несколько раз в день смотреть и слушать. Кстати, все практики и настрои было бы здорово слушать в наушниках. Таким образом, меньше эффекта, больше эффект и меньше помех из окружающего вас пространства, больше концентрации на вашем подсознании, и тогда оно работает лучше. Ну и, конечно, все равно все зависит от вас. Ваша жизнь – это ваш выбор. Помните об этом. Сегодня давайте посмотрим, чего же вы не замечаете. Наверное, было бы здорово заметить, скорее всего, могло бы уберечь от чего-то или помочь в чем-то. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы притягиваете. Законы Вселенной. Их мы обойти не можем, даже если очень хотим. Ну что, смотрим. Чего же вы не замечаете? Вы не замечаете, что иногда смотрите на людей свысока. Это первое, что я вижу. Вы не замечаете, что быстро загораетесь и быстро остываете. И из-за этого получается, что вам может быть тяжело достичь чего-то. Когда вы загораетесь и быстро остываете, вы не даете себе возможности к изменениям, вы не даете достаточно времени для того, чтобы интересующие вас изменения вошли в вашу жизнь. Загораться, я знаю, вот когда что-то начинаешь, и когда тебя захватывает какая-то идея, ты очень эмоционально к этому подходишь и начинаешь быстро что-то действовать. Но ты забываешь, что да, ты действуешь, ты концентрируешься. Вы извините, я перешла на «ты», это как бы ближе, и у меня это происходит автоматически. Но вот человек забывает, что для того, чтобы изменения вошли в жизнь, должно взять время. Наше зеркало, Вселенная, оно работает с задержкой. Должно произойти определенное изменение энергии, определенный посыл энергии должен достичь своей цели, и тогда только вам возвращаются уже результаты ваших действий. И когда вы остываете и теряете интерес к идее, соответственно, очень часто вы можете не достичь, чего вы хотите. Ну и, конечно, вот то, что я сказала в самом начале, примите людей такими, как они есть. Вы иногда не видите, что у вас внутри идет непринятие тех или иных людей. Если нет возможности принять, значит исключить общение с человеком. Подумайте об этом. А вот если нет возможности исключить общение с человеком, и у меня не один раз такое бывает, что нелегко мне общаться с человеком, но у меня нет такой возможности, я сама себе говорю:
это человек. Он или она уникален. У него или у нее свое мнение. Это не твое место и не твое право менять человека. Ты взаимодействуешь с человеком на том уровне, на котором ты должна, и все. Ты не можешь оценивать человека, ты не можешь осуждать или обсуждать его или ее. Ты просто делаешь то, что ты должен или должна, принимая человека таким, как он есть. Подумайте об этом. Что еще вы не замечаете? Вы знаете, вы не замечаете, что у вас многое идет не по плану по той простой причине, что вы не всегда все организовываете так, как вот должно быть организовано. Вы знаете, когда нет организации, когда человек прокрастинирует, я вот вижу здесь, что еще происходит, вот вы оттягиваете выполнение чего-то. Но вам кажется, что так и должно быть, но вас же в конечном счете, вот по итогу, не всегда устраивает, что происходит, какой результат приходит. И вы не осознаете и не видите, что все кроется опять же внутри вас. Все-таки я тоже творческий человек. Мне тяжело делать что-то, особенно, например, я вам приведу пример, для того, чтобы продвигать канал, для того, чтобы привлекать подписчиков, привлекать клиентов, есть не только съемка видео, есть монтаж видео. Это чисто, знаете, автоматическая работа. Да, делаю я ее сегодня уже автоматически, потому что программа, которая у меня есть, я ее уже знаю все ее функции. Но это не творческая для меня работа. Для меня творческая работа – это вот так, снимать для вас видео, проводить консультации, создавать практики, медитации, настрои. Вот когда мне надо монтировать видео для этого, потому что вы же смотрите у меня видео, я монтирую, я создаю разные эффекты, создаю разные картинки для того, чтобы вам помочь вашему восприятию практики, там, настроя, медитации. Вот это хорошо. Но когда я просто должна делиться своими видео, писать посты, монтировать видео, это такая вот для меня скучная работа. И да, иногда я прокрастинирую. Для того, чтобы создать пост, мне нужно там час времени, который я потом выпускаю в соцсетях или в Инстаграме. Вот сейчас, кстати, создаю канал в Телеграм. Ссылочку через какое-то время, думаю, через неделю я пущу под видео. Буду благодарна, если подпишетесь. Там будет много интересного, включая и некоторые видео, некоторые практики, некоторые видео. Вот. Так вот, тут у вас происходит то же самое. Вы прокрастинируете, вы оттягиваете решение, вы оттягиваете движение, тем самым вы не движетесь, у вас не происходит изменений, которые бы вы хотели. Но вы этого, как я понимаю, не осознаете. Не видите, это значит не осознаете. Ну, что еще вы не осознаете? Вы знаете, вы не осознаете, что движение – это жизнь. И не только физическое движение, хотя физическое тоже, физические упражнения – это здорово. Вы не осознаете, что только в движении вы можете чего-то достичь. Под лежачий камень, говорят, вода не течет. И здесь я ярко это вижу. Осознайте, что все-таки
надо что-то начинать делать или что-то продолжать делать для того, чтобы чего-то достичь. Опять же, если ваша жизнь вам нравится, но опять вы, скорее всего, для тех, у кого все прекрасно и кому все, что происходит, нравится, мало кто смотрит расклады Таро. Ну а для тех, кто хочет изменений, у вас есть все инструменты для этого.